Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 2 февраля, четверг. И сегодня я хочу предложить вашему вниманию захватывающую историю. Ну, как будто вот с книги Джона Ле Карре о шпионских страстях, которые, значит, имеют место в Соединенных Штатах и в Украине. Но до этого я буквально кратко подведу итоги под закончившимся визитом 3 генеральных инспекторов, представляющих Пентагон, Госдепартамент и Агентство США по международному развитию. По возвращению обратно они сделали заявление. Вернее, сделала исполняющая обязанность генерального инспектора Государственного департамента США Диана Шоу, где она сказала совершенно кратко, чтобы было понятно, как даже идиоту, что произошло и на что правительство США надеется в будущем. Я вот разжую буквально это, опять-таки, помните, я вам когда-то говорил, что во времена Брежнева, когда он уже был в очень преклонном возрасте и в плохом состоянии, в разведслужбе требовали, чтобы, когда идет, на самый верх, вот прямо к нему, писали так, чтобы было понятно даже идиоту. Вот сейчас я так вот примерно это разжую, чтобы не было никаких недопониманий. Так вот, госпожа Шоу, генинспектор Госдепартамента, заявила, что их пребывание в Киеве дало им возможность встретиться с Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками в рамках надзора за миллиардами долларов американской помощи. То есть речь шла не там о широких проблемах бытия, а именно надзора. Наше пребывание в Киеве, сказала генеральный инспектор, дала нам возможности, внимание, очень важно, напрямую, то есть глядя в глаза, чтобы не было никаких недопониманий в дальнейшем, донести ожидания американских налогоплательщиков. То есть это даже не генеральный инспектор донесли этот месседж. Они донесли этот месседж от американских налогоплательщиков до должностных лиц украинского правительства о том, что они подотчетны и несут ответственность за обеспечение эффективного использования американской помощи. Я повторю эту конструкцию. Генеральные инспекторы сообщили команде президента Зеленского, в котором находились известные, наверное, там, те лица, фамилии которых у моих украинских зрителей на слуху каждый день. Вот им сказали, что помощь, которую передает Украине в их руки американский налогоплательщик, а это подчиняется законам Соединенных Штатов Америки, так вот, что они несут персональную ответственность за правильное по закону использование этой помощи. Из этого следует, что если что-то с ней произойдет в дальнейшем, то они будут нести персональную ответственность по американским законам, поскольку любые проделки с этой помощью – это будет нарушение американского закона. Это будет разбазаривание денег американского налогоплательщика. Страшнее преступления в Соединенных Штатах нет и быть не может. В этой связи, вышла статья в издании The Hill. Это внепартийное издание, освещает деятельность Конгресса. Не демократы, не республиканцы. Подчеркивается, что этот визит состоялся в тот момент, когда законодатели с обеих сторон заявили о необходимости бдительного отслеживания американских налоговых долларов. Потому что понятно было, что беспокойность уже существует, причем на двупартийной основе. И это не пустой звук, так просто это не высасывается из пальца, это не ИПСО.
И эта озабоченность возникла не в результате происков КГБ, ФСБ, и ПСО и других там страшных организаций и вещей. Законодатели. То есть это факт. И не надо валять дурака. Я имею в виду некоторых деятелей, которые кричат про ИПСО и руку КГБ. Очень интересная информация здесь сообщается о том, что, значит, у Украины есть, ну, тут говорится, 85 миллиардов было выделено, но, наверное, тут имеется в виду 40, они уже расходованы были, а вот с декабря месяца 45 миллиардов, которые будут израсходованы, как считается, до конца лета. То есть, а там с 1 октября, как вы понимаете, начинается новый финансовый год, и до этого должен быть утвержден бюджет, который, скорее всего, утвержден не будет. Поэтому будут горячие дебаты. И поэтому администрация предполагает в условиях, когда республиканские представители, и не столько республиканцы, сколько МАГА, они всячески будут вставлять палку в колеса для того, чтобы не давать дополнительную помощь Украине. Так вот, администрация предполагает поднять вопрос о следующем пакете помощи для Украины в этом финансовом году в сентябре, когда начнется обсуждение бюджета на следующий финансовый год. И тогда республиканцам потребуются голоса демократов, чтобы это принять. И тут уже администрации, демократы смогут сказать свое веское слово для того, чтобы, вот как в предыдущем году, протянуть в ушко игольное новый пакет помощи для Украины. Ну, и здесь еще дополнительно The Hill предупреждает о том, что Кевин Маккарти, спикер, республиканец Палаты представителей, предупредил, что не стоит ждать, как он выразился, чистого чека для Украины. В то время, когда республиканцы контролируют нижнюю палату. Честный чек – это имеется в виду чек, который подписан, и получатель может туда вставить любую, которую он захочет, сумму. Этого не будет. Таким образом, постановка вопроса. Первое. Украина ведет борьбу за свое существование, за свое будущее. Вот условия внешние, в которых происходят эти события. И высшие должностные лица Украины, получающие от американского налогоплательщика помощь в свое распоряжение, отвечает персонально за правильность и законность ее использования этой помощи. То есть, если любое нарушение в этой области может и должно преследоваться по американским законам. Ну и тут призыв к совести, ребята. Война же идет за будущее вашей страны. И вот с этим они уехали. Это не просто так вот взяли. Ну, на следующий день, вы понимаете, вы помните, что было, да? После вот этой встречи, где это все было доложено. 20 обысков, там, выдвижение, предъявление, вернее, подозрений и так далее. У заместителя министра обороны Шаповалова, который до этого был святым человеком, по словам министра обороны, и ушел только потому, чтобы продемонстрировать европейские стандарты, а он ни в чем не виноват. И вдруг предъявляется подозрение, а в его кабинете производится обыск, в результате которого находится большая сумка, такая спортивная, битком набитая наличностью. Если не ошибаюсь, это евро. Вот, значит, я вам продемонстрирую этот снимок. И источники, близкие к команде, которая проводила это расследование, значит, утверждают, что это была его, Шаповалова, дневная выручка. Святой человек, да, личный друг, как говорят, Резникова, который каждый день, видимо, собирает по такой сумке. И все это как-то проходит мимо министра обороны. Кстати говоря, что министр обороны поспешил смыться из Киева, когда вот генеральные инспекторы встречались с Зеленским и другими членами команды, чтобы не отвечать на их вопросы, возможно, которые могли появиться. Он поехал в Париж. Помните, как
как Высоцкий пел про Марину Влади, она уже в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Итак, ревизоры уехали, но создали инфраструктуру, горячую линию. Кроме того, в Германии развернула работу группа из организации, которая называется DCIS. Это служба служба расследования по уголовным делам, которая существует в рамках Пентагона. Вот они будут заниматься, в частности, Украиной, с территории Германии. То есть надзор будет. Прием. Американцы готовы к приему информации. Теперь многие мне зрители некоторые пишут, а вот люди будут бояться репрессий, а вот если наши узнают, что про звонки, ну, во-первых, я им указал, кроме телефонных номеров, там еще электронная почта, то есть найдите. Люди, которые это захотят, они узнают, как это сделать. Можно открыть почту в том же Gmail и так далее, и послать ее таким образом, чтобы нехорошие люди, коррупционеры, их не засекли. Во-вторых, если будут какие-то преследования в рамках работы по борьбе с коррупцией, надо понимать, вот я в самом начале сказал, что это теперь подчиняется законам США. Любые наезды на людей, которые захотят помочь в борьбе с коррупцией, это нарушение США, то есть нарушение законов США. Эти люди должны подлежать и будут подлежать защите, протекции правительства Соединенных Штатов Америки, вплоть до политического убежища и так далее. Вот. Ну, естественно, надо иметь какую-то смелость, потому что вот такие разговоры, коррупция была, есть и будет, вот, мы скорее победим Путина, чем эту коррупцию, ну тогда, надо сдаваться. То есть в результате этой коррупции Украина за 30 лет стала из самой процветающей республики СССР в самую бедную, одну из двух самых бедных стран Европы, тогда, и живите. Куда дальше уже падать? Некуда. Но я надеюсь, что люди, которые вернутся с фронта после победы, которые прошли как огонь, воду и медные трубы, и просто патриоты Украины используют эту уникальную возможность, потому что для того, чтобы она появилась, нужна была война, нужна была агрессия Путина, вот этот ужас, который нас сопровождает. И не использовать это окно возможностей для того, чтобы победить на Втором фронте, это будет историческая ошибка. Что показало вот уже те действия, которые были предприняты после отъезда генеральных инспекторов? Ну, многие говорят, что это все фикция, там, козлов отпущения ищут. Может быть. Но главное начать, главное сделать первый шаг. Лично я вот что вижу. Удар был нанесен правильно. Потому что самые высокопоставленные коррупционеры, они воруют не сами. Они воруют через своих замов, те через помощников и так далее. Вот сейчас удар был нанесен по замам. Следующие замы теперь будут понимать, надо довести дело до посадок. Следующие замы должны теперь понимать, что если их будут привлекать к коррупции, то потом они же будут отвечать, и они пойдут в тюрьму. То есть замы должны отказаться дальше участвовать в этом деле. И замы замов и так далее. То есть надо оторвать самых верхних, высший эшелон коррупционеров от исполнителей этих коррупционных действий. И тогда они зависнут в воздухе. То есть выбит будет почва из-под их ног. Ну, а что касается Коломойского, то с олигархами надо кончать. Ну, я имею в виду, надо лишать их возможности оказывать влияние на избрание кандидатов на различные должности государственные в Украине, потому что не может быть современного демократического европейского государства тогда, когда царят олигархи. И нужно убирать их прежде всего, не только из сферы коррупции, но один из первых шагов нужно их убирать из средств массовой информации. Но здесь нужно иметь в виду, что
удаления, отстранения, так сказать, от власти и от средств массовой информации нынешних олигархов не должно превращаться в создание нового олигарха в лице государства. То есть в современном демократическом государстве чиновники не имеют права контролировать средства массовой информации страны. Этого нет в Соединенных Штатах Америки. Ну, например, Радио Свобода, правительственная радиостанция, она не имеет права и запрещено вещать на территории США. Ну, в Европе там по-разному как-то так сделано, но в любом случае, даже та же BBC, говорят, там корпорация какая-то, но она не подчиняется напрямую государству, и она соблюдает демократические принципы. Так что я считаю, что машина запущена, то есть вот так, чисто абстрактно. Магазин с патронами заряжен в пистолет, курок взведен, рука с этим пистолетом поднесена, подведена к голову коррупционеру. Вот так он сейчас под контролем. И, так сказать, право нажатия на этот триггер или на крючок сейчас он в распоряжении украинского народа. Люди на другом конце линии горячей ждут информации. Но я должен предупредить, опять-таки, информация должна быть, информация о коррупции в детском саду, конечно, при всем уважении и понимании проблем, но это не та проблема, не тот уровень. Тут речь сейчас идет именно о той помощи, в которой так или иначе присутствуют деньги американских налогоплательщиков. Вот на этом позвольте закончить это короткое видео. После этого последует второе, где я вам расскажу вот эту страшную шпионскую историю. Поэтому надолго не прощаюсь. До скорой встречи.